Дорогие наши подписчики, друзья и зрители нашего канала, мы вас приветствуем. Привет. Мы сегодня приехали в одно место. Это деревня. Мы не будем называть название этой деревни. В общем, деревня славится одной страшной, жуткой и грустной историей. Закадрово мы объясним. В общем, расскажем всю эту историю закадрово, но вкратце здесь жила одна женщина. В этой деревне ее считали то ли колдуньей, то ли какой-то, ворожейкой. Что-то она якобы знала и была проклята всей этой деревней. Говорят, этот дом этой женщины до сих пор остался. Но вот мы, к сожалению, не знаем где. Знаем, что конкретно вот где-то вот в этом районе. Я даже, честно говоря, не знаю, знаешь, что где-то должен быть. Но здесь в основном новостройки. Здесь раньше все было заброшено. И, как сказать, заброшенные дома здесь стояли. А сейчас, смотри, видишь, уже все, новостройки. Слушай, а может спросить? Давай. Я думаю, что стоит. Ну что, пойдем? Ладно. Давай сходим. Сейчас я все машины закрою. Угу, хорошо. Сейчас догоним. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, можно вас спросить? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы местные? Да. Что случилось? Мы хотели спросить, Что, вы снимаете? Да нет, мы не снимаем. Не-не-не-не-не. Если Мы вас ничего... снимать не будем. Нет. Лицо Нет, наше. не снимайте, пожалуйста. Не-не-не. Не-не. Не хотим. Мы хотели спросить, вы не в курсе? Вот, короче говоря, вы рассказывали про вашу деревню, что здесь когда-то жила какая-то, в общем, то ли колдунья, то ли кто, я не знаю. Это правда, неправда? Поговаривают, был такой. Было, да? Да. А вы сами не знаете? Ничего не можете рассказать? Я-то уж ее не застала. Поговаривали, бабушка поговаривала, было такое. Да? Да. А вы откуда узнали? Ой, мы нам рассказали. Да, в общем, знакомые да, что-то нам заикались об этом. Но они вот мы сами решили. знали только вот деревню. А где конкретно Да. чего? Мы просто блогеры, хотели бы, как сказать, мы снимаем истории, скажем так. Собираем истории, там разные легенды, байки, да, слухи. и делаем видео. Только дадим. лицо уж, пожалуйста, не показывайте. Не-не-не, я не Хотите, снимаю. мы даже голос изменим. Это уж смотрите, главное, лица не показывайте. Не Хорошо, будем. конечно. Еще такой вопрос. Вы не знаете, где это домик находится? Или был хотя бы, если уж его нет? И бабки-то этой давно нету ведь. Она давно уж. Домик, уж такой разрушенный весь у нее остался. А Вот. где он? Вот там, по правую сторону, вот недалеко от вашей машины, вдоль вот этого забора. Там в зарослях налево, увидите, там Вдоль узкий. этого железного забора. Да, поверните Направо. направо, да. Ага. И там узкий такой проход. Увидите, там сразу она первая будет в этом узком проходе. Сюда направо, да? Да. Угу. Ага, Спасибо большое за информацию. Вы не расскажете, может быть, что-то знали, правда это или неправда? Да и не знаю. Сомневаетесь, да? Сомневаетесь? Да. Ну ладно, мы проверим, в принципе, Да. тоже А интересно. где хоть вас посмотреть-то потом можно будет? Давайте я вам сейчас скину ссылочку. Ой, у меня телефона с собой нет. нету. Блин. Ну ладно, просто наберете в поиске пара нормальных блогеров. Пара нормальных блогеров. Да давайте я сейчас в машину сбегаю, запишу. Давайте, Ага. давайте. Ладно, Ага, включай спасибо пока. большое. Доброго времени суток, дорогие друзья, любимые подписчики и гости нашего канала «Пара нормальных блогеров». Мы рады вас всех приветствовать.
Сегодня мы вместе с вами побываем в одной деревеньке, где однажды произошла такая история. Поделился с ней один наш знакомый, который когда-то жил недалеко от той деревни и сам неоднократно слышал эти рассказы от своих родителей. В начале 20 века жила там одна девушка. Была она очень красивая, добрая и скромная, только вот поговаривали, что у этой девушки была бабушка, которая занималась темными делами. Многое могла делать, и от бессонницы избавить, и от хвори излечить, а иногда и наслать ту самую хворь. Побаивались ее местные, но и уважали одновременно, так как не раз приходилось обращаться, и она им помогала. Через некоторое время померла та ведунья. Тут и пошли разговоры о том, что якобы передала она свой дар любимой внучке. Спустя годы выходит эта девушка замуж. Хорошего жениха себе нашла. Конечно же, без сплетен и на сей раз не обошлось. И где она только нашла такого? У нас в деревне днем с огнем не сыскать. Один алкаш, другой пропойца, третий вообще полоумный. Не могло же так ей повести. Особо-то и из деревни не выезжает, не иначе как бабкиным даром воспользовалась. Хорошей жизни захотела. Сплетни сплетнями, так прошло еще какое-то время. Молодые супруги были очень счастливы, но омрачало их счастье лишь одно – она долго не могла забеременеть. Но наконец-то и это случилось, и вот она уже на 8-м месяце беременности. Столько прекрасных эмоций, столько радостных планов впереди. И вдруг в один из вечеров ее муж не вернулся домой с работы. А работал он вдалеке от деревни, в районном управлении, и каждый раз возвращался на служебной машине в определенное время. А тут нет и нет. На следующий день к ней пришли со страшным известием, что муж ее разбился по дороге домой. У женщины от этого шока случились схватки, и пока кто-то вызвал скорую, пока она доехала из района в деревню, пока ее забрали и привезли в роддом, прошло много времени. Ребеночек не выжил. Долгожданный мальчик, о котором они так долго мечтали, умер. Это было вторым и страшным потрясением для нее, и всего лишь за одни сутки. После всех этих печальных событий женщина так больше ни разу не вышла замуж, и детей у нее тоже так и не было. Вела она практически затворнический образ жизни. И вот однажды в деревне стали происходить ужасные случаи. Как не родится мальчик, так с ним обязательно что-то случится. То задохнется, то болезнь какая сгубит. Несчастные и нелепые случаи, но все одно – не выживают там мальчики, и все тут. Люди не знали, что и делать. Даже батюшку приглашали осветить их деревню, но все безрезультатно. И тут кто-то про женщину шепнул, мол, не она ли ворожит, сама не смогла родить и другим не дает. Этот слух быстро разошелся по всей деревне, и тут началась такая травля. Женщине проходу не давали, окна разбивали и забрасывали ей то камни, то еще что, а уж проклинали ее, на чем свет стоит. Так и доживала она до конца дней своих в полном одиночестве, забвении и не дождавшись прощения. Хотя никто теперь и не знает, а была ли она вообще в чем-то виновата. Ворожила ли или ее на пустом месте обвинили и прокляли. Ведь люди бывают так жестоки, что порой очень сильно ошибаются в своих убеждениях, при этом ломая и коверкая жизнь других. Но, друзья, всей правды мы теперь уже не узнаем. Но, может быть, у нас с вами получится хотя бы к ней приблизиться.
Говорят, домик этой женщины-колдуньи до сих пор еще стоит, хоть и заброшен уже давно. И мы постараемся его отыскать и провести там наши эксперименты. Ну что ж, приглашаем вас, дорогие наши друзья, посетить вместе с нами ту самую деревню и тот самый дом. Вы готовы? Тогда приятного вам всем просмотра. Итак, друзья, по-моему, мы нашли это место, про которое нам сказала та девушка. Вот смотрите, этот маленький коридор, там уже новостройки, а заброшка, получается, как она сказала, с левой стороны. Сейчас пройдем, посмотрим. Да-да-да, смотри. Вот она. Точно вот она. Да-да-да. Не привлекай внимания. Фу, жесть. Посмотри. Ну, конечно, в состоянии ужасном. Слушай, туда небезопасно или? Тихо. Тут вообще полно звуков. Может, там кто-то есть? Слушай, а ну что получается, на этом крае, что ли? Нифига себе. Блин. Слушай, здесь, походу, ходят. Ничего себе. Трава примятая. Да тихо давай. Надеюсь, никого здесь. Сейчас заглянем. Нет. Никого не слышу. Тихо, тихо. Ой-ой. Смотри, здесь даже грибы. Вот это заросли. Ух ты! Смотри. Ничего себе. Тут открыто, что ли? Да здесь просто стекло выбито. Хозяева. Тихо, тихо, ты чё? Тут открыто, смотри. Тихо, тихонько только. Нифига себе. Смотри. Тут капец с полом, конечно. Обалдеть. Блин, а что здесь с полом? Ты чё? Раковина. Друзья, у нас просто сейчас разведка. Просто сейчас посмотрим. У нас разведка. Мы обязательно придем сюда ночью. Я думаю, что сюда лучше прийти ночью. И проведем все наши эксперименты. С тишиной обязательно. Обязательно Kinect-камера будет. Да, друзья, Как вы любите. никуда не расходимся. Все чуть-чуть попозже вы это увидите. А сейчас я немножко кадров дома сделаю. Немного кадров с этого дома для атмосферности. Посмотрите, еще вещи остались. Какие-то веревки. Чайник. Смотри, здесь чашки стоят. Господи. Сахарница, смотри. Как будто только-только покинули. Подожди, знаешь, так обычно как делают, когда собираются сюда еще прийти. Да. Или резко покидают дом, да? Мало ли там соседи. Здесь, если что, люди живут. Проигрыватель-то. Блин. Плита. Посмотрите. Крыша отвалилась просто. Нифига себе, крыша тут. Тарелки-то все есть. Все Смотри, вот есть тарелки, вообще. смотри, какие классные. Чистые. Ладно, давай по-быстрому пройдем. Смотри, здесь включатель, лампочка.
внимание. Сделаем с фильтром. Максимально заснимем. Смотри, шляпа. Смотри, шляпа. Да. А это, это походу фасоль, что ли? Да. Да, это фасоль. Осторожно, на грабли не стоит наступать. Смотри, какой Офигеть. аппарат. Ты чё это? Кто-то поклонник плазмы был. Атланта. По-моему, там картинка какая-то, что ли? Ну Да. ладно, я туда не пролезу. Подожди, может там этот? Может это фотография? Ладно, не трогай. Нет, это не фотография. Смотри. Красота какая. Код какой? Не видно. Вообще все выгорело. Вещи еще остались. Посмотрите, сколько обуви. Обалдеть. Блин. Трогать ничего не будем. Той женщины. Ну уже, естественно, тут женская обувь. И мужская, Мужская. кстати, есть. Смотри, какая лыжи. Нелогично. Слушай, а здесь вообще не может, что кто-то живет еще. Да, в принципе, не похоже. Или похоже. Я даже не знаю. Собаки обувь везде вообще расставлены. Пипец. Смотри, это же мужские штаны. Подозреваю, что туда кто-то... Ой, сюда кто-то захаживает. Может, бомжи? Да фиг его знает. Ну раз дверь открытая. Да, смотри. Не закроется там все. Панамка. Ну, короче, вещей здесь дофига. Очень много. Чё это? Это пол или потолок? Это потолок упал. На кровать. Жесть какая-то, да. Сырело, походу, все. Смотри, здесь этот шифонер. 95-й год, посмотри. 95-й, да. Комару здесь не Что это? Блин, капец какой-то. Это не венок? Надеюсь, что нет. Тихо, тихо. Смотри. Да, офигеть, вещей тут капец. Офигеть. Вот это да. Друзья, посмотрите, сколько здесь вещей. Фу, сыростью пахнет. Секунду. Это что, детские? Это что, детские? Нет, нет. Нет, ну это спортивные шорты. А это что? Откуда здесь детские вещи? Вот и я о том же, откуда бы здесь детские вещи? Да нифига себе. Что это? Это детское платье, что ли? Да. Сарафанчик детский, что ли? Откуда у нее сарафанчик детский? У нее же не было детей по легенде. Друзья, Как я не знаю, Света, вообще без понятия. это точно нам. Вообще не знаю. Ну, когда девушка сказала этот, может, мы, конечно, не туда сошли. Тут единственный этот заброшенный дом. Тут уже остальные все отстроились. Блин, а как это закрывать теперь? Ну, комаров здесь немерено. Что это такое? Занавески. Боже, пледы какие-то. Офигеть. Слушай, здесь реально вот как будто кто-то жил, потом просто резко не стал человека. Или уехал, или еще что-то, да? Посвети, пожалуйста. Что это такое? Видимо, от зонтика. Блин, меня сейчас комары зажрут. Надо было попрыскаться, конечно. Я попрыскалась, меня все равно жрут. Смотри.
посмотри. Пиджак. Здесь столько мужских вещей. У меня такое ощущение, что здесь мужчина жил. Да слушай-ка, ну блин, я могу, знаешь, что предположить? Скорее всего, наверное, какие-нибудь бомжи. Вот это сверху, что там лежит, доска такая. Где? Вот это. Да. Не знаю. Это не доска. А, не доска. Это просто... Ой, это что интересно? Это похоже на какие-то рулоны. Обои, наверное. Возможно, не знаю. Ну ладно, пошли дальше быстрее. Да, это обои, прикинь, они еще новые упаковки. Короче, я не знаю. Я в шоке. Я так подозреваю, что, скорее всего, какие-то, наверное, без определенного места жительства товарищи могли просто сюда с семьей заехать. Да. Ну, бросили. Кстати, я знаю, Крыша что обвалилась. Кстати, я знаю, что слышала. Что здесь где-то недалеко живут цыгане. Может, они... Ну, кто их знает? Тогда понятно. Могли они здесь жить вполне оттуда. Поэтому здесь столько вещей. Может быть. Жесть, тут комаров. Нифига, это мыши, что ли, прогрызли? Ого, что это такое? Это осиное гнездо. Да ладно. Да. Это что, осы так прогрызли? Ну, вон, видишь, там соты. Вот это вот сверху. Здесь Ой, было осиное гнездо. Вот оно разрушилось. Да. Тут еще второй этаж есть. Пошли посмотрим. Точно. Блин, ну место, конечно, вообще очень атмосферное. Слушай, я сюда боюсь ночью идти. Честно Честно. говоря, я тоже. Друзья, мало того, что этот домик находится просто в каких-то дебрях. Тихо. Ты тоже это слышал? Это, скорее всего, деревья. Там люди. Ну там люди, там Сильно не. Там соседи же есть. Но там еще, по-моему, не живут. Там стройка идет. Но ради вас, друзья, мы рискнем. Поэтому, друзья, поэтому поддержите нас, пожалуйста. Пишите комментарии. И, как всегда, держите за нас кулачки. А мы наверх. Погнали. Слушай, сначала я поднимусь. Конечно. Лестница вроде надежная. Да кто ее знает? Тут капец вообще. Да. Ой-ой. Я просто боюсь. Главное, чтобы крыша была нормальная. Ух ты. Ой-ой. Тут Чё беда с крышей вообще. Что там? Да она капец, она вся эта протекла. Там встать не можно вообще? Надеюсь, что можно. Так, тут мебель. 2 дивана. Тумбочка. Сейчас, погоди, я проверю. Вроде бы можно, но аккуратно. Тут тоже обувь. Да, наверное, ты права. Насчет цыган. Могли они здесь жить? Да. Похоже, да. Это уж кусок осиного гнезда. Мне кажется, они здесь какое-то время-то не жили. 100%. Но я имею в виду, здесь еще кто-то жил помимо этой женщины. Да И, запросто. возможно, действительно здесь жили еще цыгане. Вот это да. Вот это мы попали в берлогу. Я думаю, что эксперименты надо будет здесь попробовать провести. Наверху, да. Макс- Здесь место больше, типа, почище. Да. Я думаю, что сейчас, наверное, надо уже уходить. Я думаю, что да. Пока нас не заметили. Да. Мы, конечно, старались максимально. А скорее всего, завтра или послезавтра мы сюда приедем ночью. Да. Слава богу, что здесь никто не живет. Видно, что не жилое. Ну да. Если бы здесь так были цыгане, я честно. Ночью, да. Ну ладно, спускаемся. Хорошо, что сорока так громко
Сука, щепечет. Смотри, а что это? Это что вообще? Смотри, какие-то узлы. Тихо. Дай-ка я включу сейчас. А что это реально? Что это такое? Это что, венок, что ли, какой-то? Ребятки, если кто знает, что это такое, обязательно пишите в комментариях, пожалуйста. Что это такое вообще реально непонятно. Какие-то узелки, непонятно из чего. Это что, какое-то растение, что ли? Ну, трогать я это не буду. Тихо. Что такое? Выключи свет. Соседи. Только Ладно, друзья, наверное, мы все-таки будем уходить. надо сейчас дождаться, Да, когда зайдут. И потихонечку выберемся и отсюда. все сюда уже ночью. Все. Все. Дорогие наши друзья, забегая немного вперед, хотим сказать, что следующий ночной выпуск будет действительно жестким. Видео выйдет буквально через несколько дней, поэтому не пропустите. А пока советуем подписаться на наш канал «Пара нормальных блогеров», кто этого еще не сделал. И обязательно включите все оповещения, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр и пойдемте пообщаемся в комментариях.